Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio. Это завершающее пятое видео, в котором мы пишем проект Discord бота Батяня, который следит за порядком в нашем чате. То есть он у нас будет банить участников за мат. Итак, нам осталось сюда лишь добавить базу данных. Давайте вкратце глянем, что у нас есть на данный момент. Для начала, когда бот выходит в онлайн, он подключается к файлу базы данных. Это у нас есть. Потом два события. Он приветствует новых участников и прощается с теми, кто уходит с нашего сервера. Есть, тоже убираем. Потом тест бот ли онлайн. И теперь, значит, команды для чат-бота. Они нам не нужны. И самое главное событие. onMessage. Здесь у нас написан алгоритм вычисления мата в нашем чате. Именно здесь мы будем писать нашу базу данных. Для начала определимся с задачей, которая перед нами стоит. Запустим бота и перейдем на сервер. У нас есть, например, сервер 1. Здесь пользователь пишет что-либо. Например, бот ты. И здесь пишет какой-то мат. Например, там, маскируя его знаками препинания и так далее. Есть. И он это все отправляет нам на сервер. Бот это все определяет. И, естественно, банить за первый проступок мы не будем. Это нужно добавить в базу данных. И, например, мы сделаем так, что бот будет банить участника только после того, как тот третий раз нарушит правила нашего чата. Соответственно, этот же самый пользователь может находиться и на нашем другом сервере. Причем эти серверы могут никак быть не связаны между друг другом. Он здесь тоже пишет в чат какой-либо мат. Например, там, маскируя его знаками процента, бот все равно все это вычисляет. Соответственно, нам необходимо создать динамическую базу данных. То есть, чтобы под каждый сервер, на который добавлялся бот, создавалась отдельная таблица, в которую за каждым участником велся учет на каждом отдельном сервере. Для того, чтобы бот не забанил участника одновременно на всех серверах, если вдруг так совпадет, что и бот, и участник есть на нескольких серверах. Итак, приступим. Переходим в редактор и начинаем оформлять нашу таблицу. Напомню некоторые моменты. Для начала мы с вами используем базу данных SQLite 3. Она в Python идет как стандартный модуль, поэтому ее необходимо просто импортировать. Подключаем или создаем файл базы данных мы с вами в событии onReady, то есть когда бот выходит в онлайн. То есть файл базы данных у нас уже есть. Далее, где мы будем создавать таблицы? Предлагаю как вариант таблицы создавать по необходимости. То есть вот у нас есть с вами код-анализатор. Как только он определит, что кто-то матерится, именно в данном случае мы с вами и будем в теле оператора if. То есть, как только это условие срастется, мы с вами здесь и будем проверять, есть ли таблица под данный сервер. Если ее нет, мы будем создавать и добавлять туда данные о пользователе. Для создания таблицы нам первоначально необходимо определиться с именем, которое мы дадим этой таблице. Итак, имя мы возьмем по имени сервера, на котором произошло, к примеру, в данном случае нецензурное выражение. Итак, у нас с вами есть объект message. Мы отсюда можем взять имя нашего сервера. message.guild. .name. Есть имя у нас есть, и теперь переходим к созданию непосредственно базы данных. Очень подробно распространяться по поводу синтаксиса базы данных SQLite я не буду. На канале есть отдельное видео, по ссылке в описании к этому видео на него можно перейти. Ну или через канал. Здесь мы создаем SQL запрос. Создать таблицу, если такой нет, методом формат подставляем имя, то которое мы получили, имя сервера. И здесь будет у нас два столбца. Это идентификатор пользователя и count, то есть счетчик количества проступков этого пользователя. Таким образом мы с вами будем создавать динамические таблицы. То есть нам не придется следить, если под данный сервер, на котором бот работает, на том сервере, если под сервер база данных. Замечательно. Теперь, после того, как сработало наше событие, нам необходимо если таблица мы с вами уже определились, если нет, создали, теперь необходимо проверить, есть ли у этого пользователя уже здесь проступки. Соответственно, нам необходимо прочитать из базы данных данные об этом пользователе. Сделаем мы это в переменную, то есть в нее поместим значения, прочитаем их из этой таблицы, из базы данных, чтобы потом при помощи операторов if, elif, else проверить с вами, то есть разнообразные SQL запросы уже в дальнейшем. И мы делаем следующий SQL запрос. То есть сделать выборку из таблицы по имени формат, то есть это имя нашего сервера, где
пользовательский ID равен, и чтобы избежать SQL инъекции, подставляем сюда, берем из message author ID ID-шник нашего автора. И .fetch1, то есть получаем одно значение. Это значение у нас попадает сюда в переменную warning. И у нас там получается картежик из двух элементов. Первый элемент это user ID, второй элемент это count, то есть счетчик, количество проступков этого пользователя. И теперь мы здесь при помощи операторов if, elif делаем следующую конструкцию. Делаем такую проверку. Если в переменную warning у нас ничего не вернется, то есть этот SQL запрос вернет none, на пользователя нет ничего в базе данных, то соответственно мы здесь сейчас добавим запись данных о пользователе в нашу таблицу. То есть посылаем SQL запрос, вставить новые данные в таблицу name по имени сервера, вот формат name, с такими-то значениями. Мы сюда вставляем ID-шник этого пользователя и единичку, то есть первое предупреждение. Сохраняем эти изменения в нашей базе данных и отправляем в соответствующий канал на сервере сообщение. Упоминаем автора и пишем первое предупреждение на третий бан. Соответственно, если здесь SQL запрос вернет, что данные на этого пользователя есть, мы при помощи операторов elif проверяем, какое там у нас значение, то есть нам уже необходимо отредактировать данные об этом пользователе. Соответственно, мы здесь пишем следующие SQL запросы. И выглядит это следующим образом. Если у пользователя было уже одно предупреждение, то мы обновляем таблицу по имени сервера. Вот он, формат, подставляем сюда значение. Здесь меняем значение в ячейке count на 2, где пользовательский ID такой-то. Сохраняем изменения и отправляем в чат соответствующее сообщение. То есть автор второе предупреждение на третий бан. И соответственно, если он матерится третий раз, мы делаем то же самое. То есть здесь мы меняем значение уже на 3. В данном случае отправляем сообщение забанен за мат в чате. И здесь мы прописываем оператор await и баним этого пользователя. Чтобы забанить пользователя через оператор await, мы с вами из message.author .ban. Тут все просто. И здесь как аргумент, то есть причина, записываем, помещаем сюда строку нецензурные выражения. Так, в принципе все. Теперь нам необходимо добавить с вами еще одну команду, то есть чтобы пользователь мог проверить свой статус. Сколько у него предупреждений. С этим мы в принципе уже с вами разобрались. Давайте запишем эту команду и отправимся проверять, как все это работает. Запишем мы эту команду где-то здесь. Соответственно, обратите внимание, может быть такое, что на таблице на данный сервер может и не быть. Или, например, может не быть записи на данного пользователя. То есть просто кто-то решил проверить свой статус, ни разу не нарушая правил нашего сервера. Соответственно, все это необходимо здесь прописать. Дадим имя этой команде статус. И первое, что нам необходимо сделать, это завести, соответственно, таблицу под данный сервер. Соответственно, посылаем соответствующий SQL запрос. Создать таблицу, если такой нет, по имени сервера. В данном случае имя сервера мы с вами будем подставлять тем же самым методом формат, вот таким, беря его из вот такого вот объекта. Соответственно, так как это команда, сюда записываем параметр контекста и, соответственно, контекст message_guild_name. Сохраняем эти изменения и теперь проверяем, если в этой таблице пользователь с таким-то ID. Вот он, у нас такой запрос уже есть, но здесь необходимо будет поменять то, откуда мы берем эти значения. Соответственно, здесь у нас необходимо добавить контекст. Так и записываем, а имя нашего сервера мы берем вот таким вот образом. Так, и вот сюда вот его. Строка получилась большая, поэтому просто переносим ее на новую строку. Есть. И теперь при помощи операторов if else делаем следующую запись. То есть, если SQL запрос ничего не вернет нам на этого пользователя, то мы так и запишем. Если warning равно none, то отправим в чат этому пользователю соответствующее сообщение. Значит, здесь пишем await контекст.send,
То есть пользователь в принципе может спросить бота это в общем чате или в личном сообщении. Соответственно, бот его туда и отправит. Send, и здесь пишем. Через F строку отправляем упоминание автора, у вас нет предупреждений. Если warning не none, то соответственно мы здесь записываем оператор else. Отправляем упоминание, у вас warning, здесь по индексу 1 берем значение из этого кортежа предупреждений. Код готов, отправляемся в наш чат и проверяем. Запускаем бота и смотрим, что у нас получилось. Так, где-то я допустил ошибку. Так, линия 87. Сейчас устраним. Вот, забыл добавить скобку. Все, добавили скобку, сохраняем, перезапускаем нашего бота. Бот стартовал и переходим в наш чат. Итак, напишу пока административной учетной записи. Что у нас там бот ответит. Итак, отправляем. Я добавил туда в список запрещенных слов слово мат. Отправляем, так бот его нашел. Теперь, чтобы бот не забанил мою учетку, подключаюсь к другой учетной записью и пишу от нее. Так, бот поприветствовал, замечательно. Итак, пишу в чат. Бот его удаляет. Так, первое предупреждение есть. Давайте сразу второй раз. Отправляем, есть. Теперь отправляем третий раз. А теперь обратите внимание, какой парадокс приключился. Бот Батяня написал сам себе. Первое предупреждение на третий бан. Именно вот почему здесь не соответствует, скажем так, отправленные сообщения. Если перейти сюда в скрипт, посмотреть, он здесь отправляет сообщение забанен за мат. А мат у нас включен в список запрещенных слов. Ну, специально, чтобы можно было это в видео писать. Соответственно, нам здесь вот это вот нужно поменять. Ну, мне в данном случае. Соответственно, я здесь пока просто добавлю вот таким вот образом мат. И здесь, где? Так, мам. Здесь вроде как все нормально. Так, это мы сохраняем. Эти изменения. Я сейчас бота перезапущу. Так, бот перезапущен. Теперь переходим обратно. Но несмотря на это, обратите внимание, пользователь неизвестный был забанен. Соответственно, я им сейчас подключусь к второму серверу и посмотрим. Подключаюсь к серверу. Итак, и начинаю сюда писать. Так, отправляю мат. И что он нам выдает? Первое предупреждение. То есть он разграничивает серверы. То есть на этом сервере этот пользователь неизвестный забанен. На этом сервере нет. У него только первое предупреждение. И соответственно, если там отправлю второе. Так, второе предупреждение на третий бан. И давайте отправлю третье. Устранили ли мы ту ошибку? Так, отправляю. Так, неизвестно. Так, забанен за мат в чате. То есть все, та ошибка была устранена. Теперь дальше посмотрим на статус забаненных участников. Переходим в настройки сервера и смотрим. Так, где они тут у нас? Баны. Итак, неизвестный. Что у нас тут? Причина бана – нецензурные выражения. Все, можно разбанить, но, соответственно, если разбанить человека, то, соответственно, в боте необходимо написать соответствующий алгоритм, чтобы обнулить его счетчик. Но это уже другая история. Итак, мы это сейчас писать не будем. Давайте визуально залезем в нашу базу данных, так как нагляднее оно все понятно, и посмотрим, как там выглядят наши таблицы. Итак, вот они, значит, открыли нашу базу данных и смотрим. Вот две таблицы, таблицы двух каналов. По их названию Python Hub Studio и тест. Так, просмотр данных. Итак, смотрим. У нас здесь есть таблица с двумя записями. Первая. Это запись пользователя неизвестный. У него здесь 3 предупреждения. То есть, соответственно, он забанен. И здесь используется его айдишник. То есть, сменить ник или тег в данном случае не пройдет. ID он остается все равно неизменным. И мы здесь видим вторую запись. Но это сам себя бот добавил из-за той ошибки, о которой только что шла речь. Да, комично вышло. И теперь посмотрим на второй сервер. Сервер тест. Просмотр данных. Здесь тоже две записи. Это пользователь неизвестный. Это я написал своим основной учетной записью Python Hub Studio. Поэтому здесь есть вторая запись. На этом урок закончен. Подписывайтесь на канал. До следующих видео. Пока.